Весна – лучшее время для пересадки орхидей. И когда у орхидеи очень много воздушных корней, и эти корни не работают в полную силу, то я считаю, что наступает момент, когда такую орхидею нужно пересадить уже в нормальную посадку. Тем более, вот видите, такие пошли полоски по корням, что эти корни могут пересохнуть и так и не начать работать для роста орхидеи. Всем добрый день, меня зовут Станислав, и вы на канале Орхидеи дома. И что касается корешков, смотрите, что у всех корешков кончики раскуклены и находятся сейчас в активном росте. Это верный признак того, что пересадка будет удачной. Эта орхидея ко мне пришла в размере 1,7. И через некоторое время, когда она нарастила первый, скажем так, поток корешков, я ее пересадил тогда вот в этот стаканчик, в который вы видите, размером 2,5. И в этом стаканчике уже вон местами просматриваются неплохие корешки, но у меня есть большое предположение, что те корешки, которые у нас еще остались в мху из стаканчика 1,7, скорее всего, что, наверное, работают плохо, так как рост этой орхидеи немножко застрял. И я хочу сегодня сделать ей пересадку, так как подозреваю, что корни там не совсем хорошие. И вот этот пучок корней, который вы сейчас видите, воздушные корни, запустить посадку, чтобы они начали работать на рост орхидеи. Я взял своих помощников, фитодоктор и триходермин, это живые бактерии и грибки, сделал маточный раствор и сейчас разбавлю его с основной водой. Вода у меня дождевая, температура воды примерно где-то 28-32 градуса. Но когда я ее набирал, 32 было, но сейчас я предполагаю, что за время подготовки к съемке вода могла упасть там на 3-4 градуса. Но в общем вода минимум хотя бы на 5-10 градусов должна быть теплее, чем комнатная температура. Перед тем, как вытаскивать орхидею, чтобы легче было убрать мох с корней, которые укутывают корни, я сейчас их намочу. И буквально на минуту-полторы возьму паузу, чтобы вода пропитала весь мох. Ну вот, я думаю, что уже вода пропитала весь мох, и сейчас нам будет намного легче убрать весь мох с корней орхидеи. Давайте же посмотрим, что внутри. Ну вот, корешки вроде бы, вы видите, здесь вот такие хорошие, сразу же напитались воды. С одной стороны мох покрылся зелеными водорослями, как вы видите. Ну и давайте потихоньку разбирать. Я вот так вот ближе подведу, чтобы вам лучше было видно. И начинаем потихоньку разбирать. Сейчас, как я вам говорил, я обматывал эту орхидею в размере 1,7 большим количеством мха. И вот этот мох убрался вот довольно-таки легко. Правда, здесь вот немножко запутались корешки, но ничего страшного, сейчас все у нас получится. И вот стаканчик просматривается в размере 1,7. Это в таком стаканчике приходила ко мне эта орхидея. И внутри здесь я практически в этом стаканчике во втором корней хороших не вижу. То есть корни были нарощены в основном уже впоследствии в стаканчике 2,5. Ну, как я и предполагал, да, вот получается картина. Почему она так хорошо и не росла? Да потому что, смотрите, даже эти корешки у основания немножко прогнили. Сейчас мы будем более серьезно ее разбирать и обрезать все ненужное, все то, что уже отгнило.
да, все-таки эти корешки воздушные, когда мы сейчас сделаем им посадку, я думаю, начнут работать, и все с этой орхидеей все будет хорошо. Ну, а сейчас я помещу эту орхидею в приготовленный раствор триходермина и фитодоктора. И, наверное, где-то минут 40-50 эта орхидея будет купаться в этом растворе. Кстати, наши листочки, я смотрю, вот немножко припали пылью. И поэтому, наверное, я сейчас возьму диск и диском пройдусь по этим листочкам. Сейчас я вот так вот постараюсь максимально глубже ее утопить, чтобы все постараться поместить ее в воду. Но корни пружинят и приподнимают эту орхидею кверху. Ну, а листочки, как я сказал, сейчас я хорошо вот так вот уберу всю пыль, которая на ней была, собралась, и протру не только сверху, а и снизу. И как вы уже многие знаете, что именно снизу на листиках находятся устицы. И такая теплая вода заставит эти устицы сейчас открыться. Кстати, по поводу устиц, чем выше влажность воздуха, тем лучше эти устицы работают. Так что если у вас орхидеи находятся в квартире, понятно, что очень сильно повысить влажность не получится. Но если у вас орхидеи находятся в специальных комнатах или оранжереях, чем выше будет влажность, тем лучше будет для орхидей. Ну, а я беру паузу сейчас на 40-50 минут и скоро к вам вернусь. Вот прошло 50 минут, и сейчас я достану нашу орхидею. Я надеюсь, что те грибы и бактерии, которые были у нас в растворе, сейчас заселились на нашей орхидее и в дальнейшем помогут ей в дополнительных питательных веществах. А чтобы этих питательных веществ было больше, вот на эту приготовленную кору мелкой фракции, как вы видите, я сейчас тоже заселю эти же грибки и бактерии. А это очень просто. Я просто налью воды, вот так вот придавлю, чтобы вся кора погрузилась в воду. И на время, пока мы будем работать с орхидеей, грибки и бактерии заселятся и на кору. Ну вот, теперь, когда у нас орхидея долгое время пробыла в воде и корни стали у нее темно-зелеными, мы хорошо видим, какие корешки у нее остались хорошими, а какие нет. К сожалению, я вижу очень много корешков, которые были в посадке. К сожалению, придется обрезать, так как они вон у основания испорчены, и таких корешков очень много. Но я сильно не переживаю. Почему? Потому что у нее очень много воздушных корней. И я думаю, все равно, даже если бы мы все корни убрали, я имею в виду, которые в посадке, все равно бы этих корней, которые были сверху воздушных, их бы, я думаю, предостаточно для того, чтобы эта орхидея дальше хорошо развивалась. Вот смотрите. Вот у самого основания все корешки подпорченные. Такое впечатление, как будто тот старый мох, который я не убрал из размера 1,7, возможно, он засолился, возможно, еще какие-то причины. Но вот именно вот в этом месте, смотрите, прямо у основания корешки испорченные, а дальше они идут более-менее нормальные и, скажем так, рабочие. Вот один корешок запутался, не могу его никак вытащить. Вот, и сейчас на примере этого корешка, вот смотрите, вот у основания очень легко снимается верхняя часть корешка, там где был веламен пропавший, и такие корешки, как бы, ну, какое-то время могут они и послужить орхидее, но потом они пропадут, начнут гнить,
и в посадке начнут заводиться подуры или другие какие-нибудь мошки, которые питаются органикой, что, конечно, не совсем хотелось бы. Поэтому я при пересадках стараюсь максимально удалить все, чтобы в посадке пошли только хорошие здоровые корни. Ну и, конечно же, мы зачистим внизу шейку. Там я вижу несколько таких засохших кусочков листьев. Вон видно. Ну, я думаю, что с помощью пинцета сейчас я все это удалю. В общем, нужно сделать так, чтобы ничего лишнего, ну, в смысле лишнего, ничего того, что уже пропало, не пошло в новую посадку. И пока я буду все очищать, давайте я вернусь все-таки к корням, к тем воздушным корням, которые вы видели в начале. Я вам показал, какие они большие. И попытаюсь объяснить, почему же все-таки я решил пересадить эту орхидею именно сейчас, для того, чтобы эти корни заработали. Дело в том, что помимо веломена в процессах водо- и газообмена очень активную роль играет еще одна ткань корня, это экзодерма. И экзодерма это такая однослойная живая ткань, которая находится под, как правильно вам объяснить, как бы подстилка веломена с внутренней стороны, не сверху, а внутри корня. Так вот, в комплексе с веломеном именно экзодерма предохраняет корни от излишней потери воды. Но, а самое главное, что ученые уже давным-давно доказали, что те орхидеи, у которых веломен и экзодерма находятся как бы без соприкосновения с субстратом, задерживают воду и растворы и не пропускают вовнутрь корня. А в то же время корни, которые в субстрате, они впитывают воду и питательные растворы всей поверхностью. А у воздушных корней только вот эти краешки, кончики, которые, как правило, такие темно-зеленого цвета, только эти кусочки воздушных корней могут впитывать в себя воду и всякие питательные растворы. И вот именно по этой причине я хочу спрятать вот эти воздушные корни в посадку для того, чтобы они начали работать на рост орхидеи. Кстати, по поводу кончиков воздушных корней можно понять, как быстро они растут. Если кончик бывает так, что и целых 1,5-2 сантиметра такой светло-зеленый, и краешек может быть желтоватый или коричневый, то такой корешок растет быстро. Если же этот краешек небольшого размера, там несколько миллиметров, то этот корешок растет медленно. Ну а у нас корешков, как вы видите, которые были в посадке, остается все меньше и меньше, так как у основания практически каждый корешок поврежден и сгнил, как тот первый, который я вам показывал. Но и этого количества, как вы видите, вот что мы сейчас имеем, я думаю, предостаточно будет для дальнейшего нормального развития этой орхидеи и ухода за ней. Сейчас я, наверное, возьму 12-й горшочек, который я уже заранее приготовил и помыл, и примеряю, поместятся ли корни этой орхидеи у нас в этот горшочек. И что мне еще не нравится, вот листочек, ну давайте, вот этот лист, видите, над листочком растут корни. То есть этот корень может заглубиться, и такие корешки, листочки, как правило, удаляю. Давайте мы его удалим.
чтобы здесь не собиралась влага, и я не переживал, что с этим растением может что-то произойти. Этот листочек уже ничего существенного для орхидеи значения не имеет. И вот так вот я думаю, что будет лучше. Опять же, убираем все, что там не доубирал я. Осталось вон немножко. Ну да, зачистка занимает очень много времени, но потратьте лишнюю минуту и уберите лучше все, чем потом это все будет пропадать и гнить в посадке, в новой посадке, что совсем, конечно, как вы понимаете, не хотелось бы. Ну вот, вроде бы так и все. Ну, я думаю, предостаточно все будет хорошо. И давайте все-таки примеряем. Ну да, я и так уже визуально как бы вижу, что все будет хорошо. Как раз 12 размер горшочка будет, я думаю, как раз в самый раз. Даже если мы насыпем вниз сейчас немного пеностекла, которое я приготовил, и коры, я думаю, все равно корешочки лягут на этот такой первый слой, и все будет хорошо. Ну вот, такое пеностекло, оно уже было в посадке в другом горшочке. Я его на какое-то время поместил в воду практически кипящую, где-то примерно, наверное, 90-95 градусов, и хорошо потом промыл. Давайте сейчас глянем на нашу кору. Вернее, давайте, наверное, солью я воду сначала с нее, чтобы посмотреть. Ну а что там смотреть? Кору я заготовил предварительно. Взял, как я уже сказал, мелкую фракцию. И посадку я хочу сделать именно в мелкую фракцию. Почему в мелкую? Потому что мелкая будет более влагоемкая. И я еще, наверное, туда добавлю приготовленные кокосовые чипсы. И так как орхидея находилась у нас в мхе, а мох он самый, скажем так, влагоемкий, то и мелкая кора, я думаю, что будет как раз то, что надо для этой орхидеи. Ну и вот такие вот приготовленные у меня кокосовые чипсы. Значит, их я в течение недели вымачивал соли из этих чипсов в воде. Каждый день я менял воду. И теперь я смело могу использовать эти чипсы и знаю, что соли, которые были в этих чипсах, не повредят орхидею, так как я их просто-напросто вымочил. Ну а теперь наша задача усадить орхидею так, чтобы все воздушные корни у нас попали в посадку. И вот так вот прокручивая в сторону, по-моему, все корешки попали. Вот один вверх торчит. Сейчас аккуратно, не надломав, нужно его тоже запустить в посадку. И вот таким вращательным движением, как я только что вам показал, мы усадили нашу орхидею. И наша задача теперь аккуратно вокруг со всех сторон засыпать корой. Ну и возможно сейчас, наверное, ложечку чипсов я сюда еще, наверное, добавлю. Ну вот, орхидея у нас в новой посадке. Главная задача, я думаю, решена. Корешки у нас все в посадке. И орхидея первых 2-3 полива будет поливаться не на длительный срок, а буквально где-то от 5 до 15 минут.
так как этим корешкам нужно будет еще привыкнуть к воде. Я несколько дней до пересадки обрызгивал корешки этой орхидеи, как бы потихоньку начинал их уже приучать, но все равно первых 2-3 полива делаем по времени краткосрочными. Корешки, кстати, смотрите, как хорошо просматриваются, то есть при поливе мы будем понимать, насколько они уже пропитываются или не пропитываются. Ну вот такая вот у нас сегодня пересадка. Надеюсь, мы все сделали правильно. Да, кстати, забыли мы еще проверить на то, шатается ли орхидея или не шатается. Как вы помните, одно из важных правил, чтобы орхидея максимально была устойчива. Чем более устойчиво орхидея чувствует себя в посадке, тем быстрее корешки начнут новый рост. Сейчас мы примерим еще ей кашпо, в каком ей будет удобно. Ну вот и в первом, и в квадратном. Но тут очень, наверное, низко. Наверное, все-таки в круглое я поставлю. И уже после 3-4 полива я буду в кашпо внизу оставлять небольшое количество воды. Ну вот, пожалуй, на сегодня и все. Надеюсь, видео вам понравилось. Надеюсь на ваши лайки, комментарии, подписки. Конечно же, делитесь с друзьями ссылкой на видео и на канал. И, конечно же, приходите на канал Орхидеи дома снова и снова. Ну, а на сегодня всем пока. Да, и чуть не забыл, обязательно перенесите название в новый горшок, иначе орхидея может потеряться.